Меня зовут Артем Цой, но я люблю, когда меня называют Тёма Цой. Я родился в городе Караганда, Республика Казахстан, и в возрасте 12 лет родители перевезли меня, так скажем, в Пермский край, в село Юрло. Начнем с самого начала. У меня прадеды, то есть прадеды, прабабки, они жили в территории Северной Кореи. То есть около Владивостока, там есть корейские поселения, там очень много корейцев. Но во времена Сталина, когда депортировали массово всех азиатов из этого региона дальневосточного, в том числе туда попало под это распределение, так скажем, моя бабушка, прабабушка, мой прадедушка, их на поезде увезли в Северную Азию, то есть это получилось Караганда. Там они встретились, там получились мои бабушка, дедушка, и там, получается, живут до сих пор многие мои родственники. А можешь поделиться любимым местом в своем родном городе? Если мы говорим про Казахстан, то это, наверное, то место, где я вырос. Микрорайон Юго-Восток. Я почему-то, когда гуляю по Парковому, да, порой, ну, все равно очень люблю гулять по городу, летом особенно, когда тепло, я хожу по Парковому, и у меня такая детская ностальгия просыпается, такое теплое чувство внутри. И я хожу с таким удовольствием, беру мороженое и просто могу ходить 1,5 часа, 2 часа туда-сюда, просто потому что мне очень знакомы как будто эти места. И, наверное, все-таки такое любимое место поэтому является тот двор, где я вырос, где были мои друзья, мои первые воспоминания счастливые, где мы лето проводили, где мы гуляли до ночи. Очень много всего хорошего, и вот эти вот воспоминания, они, собственно, отзываются во мне и говорят, там я хочу быть прямо сейчас. А есть ли такое в Перми? В Перми, да, конечно, как я уже сказал, это просто проспект Парковый, просто потому что он очень похож на тот район, где я вырос. И, наверное, это Тихий Компрос. Мне очень нравятся узенькие улочки, тишина, спокойствие, деревья вокруг. И там очень свежо, как я считаю. Фраза, цитата на родном языке сложно. Очень сложно. Я родной язык знаю очень плохо, потому что я его учил самостоятельно. Я скажу «папе море», потому что в детстве у нас была. Ну, мы сейчас это не делаем, делали это с корейскими родственниками, сейчас с мамой такое не делаем. Вместо хлеба у меня всегда бабушка клала рис в чашку и заливала ее водой. И мы это назвали паби море. Паби – это рис, море – это вода. И, соответственно, это заменяло хлеб. То есть мы могли взять тарелку борща обычного, как типичные жители Средней Азии, Казахстана, положить паби море рядом, да, в эту чашечку, и вместо хлеба есть рис с водой. И это безумно вкусно. И пусть это будет мое любимое слово. Как раз хотелось бы уточнить про любимые блюда. У нас есть пермская кухня. Возможно, ты пробовал что-то из этого? Я вот прожил... Сколько получается? 6 лет я прожил в Коми-Пермянском округе, да? И так я и не нашел что-то вкусное. В Коми-Пермянской кухне совершенно не моя кухня. Наверное, единственное, что... И, наверное, все отмечают, но я могу поесть несколько посекундчиков. Они вкусные, если они хорошо приготовлены, если они прям брызжет тебя своим соком. Но я не могу прям с таким удовольствием съесть, как, например, я возьму себе какое-нибудь корейское блюдо, там тоже какой-нибудь тяй, да, я возьму себе, сделаю, зажарю или что-нибудь другое. И это я ем с удовольствием. А по секундчике, можно за компанию. Что ты открыл для себя в Перми, что не было ни в каких других городах? Ну, я родился до 12 лет. Я жил 12 лет в Казахстане, в Караганде. И, наверное, в Перми, в принципе, я повзрослел. Я нашел работу, я нашел место, где мне нравится работать. Это не то же самое. Я нашел прекрасных людей, прекрасных друзей, прекрасных коллег. И, пока что... Я вот много раз обдумываю, а вот почему бы мне есть такая программа репатриации, то есть я могу уехать, доказать, что я являюсь этническим корейцем, я могу уехать жить в Корее. И я думаю, почему я все еще не сделал? Почему я еще не собираю документы? В принципе, культура близка мне, кухня близка мне. У меня там есть сестра, она переехала, собственно, по этой программе. Мне помогут. Погода лучше, чем у нас, однозначно. Но именно люди, которых я встретил по жизни, с которыми я общаюсь, с которыми я нахожусь в контакте, они меня очень сильно держат.
И то, что они мне дали, и то, что я сам смог получить своими силами, своими усилиями, образованием, где-то упорством, я это очень ценю и не хочу терять. Наверное, возможности и людей, я скажу, дал мне город прекрасный с большой буквы «П». Пермь. У меня есть два основных вида деятельности. Первое – это основная работа, то есть я работаю врачом-терапевтом в частной клинике, в частном центре. Второе – я являюсь педагогом по эстрадному вокалу и преподаю эстрадный вокал, соответственно, для взрослых людей, для дуэтов, для ансамблей. Я бы хотел найти свой стиль, как и во врачевании, да, свою какую-то фишечку, из-за чего люди постоянно бы хотели лечиться только у меня, разумеется. Безусловно, это развиться в более узкую специальность, стать дипломированным узким специалистом, начать обучаться больше. То есть я люблю учиться, учеба это все мое. Поэтому цели это, наверное, просто постоянно развиваться, искать новые для себя аспекты, постепенно шлифовать себя, как, знаете, алмаз шлифует, и А ты настоящий алмаз. А я еще не алмаз, я еще не огранен. Я пока еще в процессе огранки. Мне не хватает денег. Но скоро, я думаю, это исправится. Можешь ли ты что-то пожелать слушателям, зрителям, которые прямо сейчас знакомятся с тобой и с твоей культурой? Я очень, наверное, пожелал бы, в самом деле, узнавать новые этносы, новые народы. У всех свои необычные традиции, своя необычная культура, своя необычная кухня. Я когда путешествую по миру, раньше было больше, сейчас, конечно, меньше, меня в первую очередь всегда интересовало, как живут люди, что они едят, где они спят, как они празднуют день рождения, какие у них национальные праздники есть. И мне кажется, это очень сближает нас всех вместе, все народы, без разницы, кто вы, русские, корейцы, казахи, белорусы, украинцы, без разницы. Именно то, насколько вы уважаете чужую культуру и готовы ее узнать, делает нас людьми близкими. И сделает, может быть, когда-нибудь даже нашу землю одной большой такой прекрасной страной под названием мир. Нужно сохранять культуру, потому что культурное разнообразие, культурное богатство продвигает творчество дальше. Все равно в творчестве все возвращается к истокам, к этносу. Многие приемы даже, вот я говорю сейчас как педагог по эстрадному вокалу, конечно, но культура, она, даже старая культура, она всегда оставляет свой вклад в современную культуру. А без культуры нету развития, самопознания человека. И поэтому, я думаю, этносы обязательно нужно сохранять и беречь, и изучать, и обязательно не сколько беречь, а сколько не дать им вымирать, потому что, я думаю, это очень актуальная проблема не только для Пермского края, но и, в принципе, для всего мира, где множество языков умирает, множество культур уходит в небытие. Я считаю, так не должно быть. Я считаю, нужно стараться это все сохранять. Почему ты решил стать участником проекта «Это Пермь»? Во-первых, мы с Саидой коллеги, то есть руководителем. Она написала: «Артем, не хочешь пофоткаться в красивом костюме?» Я такой: «Да, интересно, а что еще?» И она мне рассказала про проект «Это Пермь» непосредственно. И я заинтересовался, я подумал, что очень горжусь тем, что я кореец. Мне очень близка эта культура, я очень люблю эту культуру. Конечно, я не настолько стопроцентный кореец, как те корейцы, которые живут непосредственно в стране, да, которые там жили, которые там взрослеют. Я абсолютно другой человек, я орусевший кореец, это 100%. В котором от культуры корейской осталось максимум там знания блюд, да, и 3 слов. Но мне, во-первых, очень захотелось почувствовать себя в костюме настоящем корейском. Во-вторых, рассказать о том, что корейцы они есть везде. Они есть там, где вы не ожидаете их увидеть. И знакомьтесь с культурой обязательно, потому что корейская культура, корейская еда, она тоже такая же многогранная, необычная, как любая другая культура. Просто посмотреть те же дорамы, которые сейчас становятся популярными исторически. Вот. Это уже хороший шаг в то, чтобы узнать новую культуру. У тебя национальный костюм, можешь о нем рассказать подробнее? Это ханбок. Это не полный ханбок, конечно. Это буквально только верх ханбока. Обычно ханбок еще это штаны, это еще специальная обувь. Просто обычное летнее такое кимоно в корейском стиле. То есть самое главное, что запах идет на правую сторону, что у девочек, что у мальчиков. Вот. И на него сверху может надеваться жилетка. Если холодно, например, можно надеть жилетку, будет потеплее. Вот. А так, в принципе, я вот сейчас хожу, мне очень удобно. Я уже хочу такой купить домой. Какие обычаи для тебя
очень важны, которые ты соблюдаешь? Которые я прям соблюдаю из обычаев. Ну, наверное, я таких даже не назову. Я могу сказать те, которые мне рассказывали в детстве, что мы делали, да, где я участвовал, да, был участником этих событий. И для меня они остались таким восторгом, и я для себя, в будущем для своих детей, для себя самого точно так же сделаю. Во-первых, у нас есть традиция, не знаю, насколько в настоящей Корее, но у нас среди корейцев, которые жили в Средней Азии, была такая традиция, что на первый год жизни перед ребенком раскладываются несколько предметов. Предметы ассоциируют профессии. Там, предположим, положили конюля шприца, да, положили кисточку, положили мольберт, положили музыкальный инструмент какой-нибудь. И ребенок должен выбрать. И то, что он выберет, скажет о том, что ему ближе всего, на что нужно родителям сделать упор, чтобы развивать ребенка, и кем он, скорее всего, станет в будущем. И я помню в свое время, ну, мне мама рассказывала, что я взял тогда какой-то инструмент музыкальный, у них там лежал, то ли синтезатор какой-то маленький, то ли гитарка, то ли что. Я такой думаю, фу, интересно, интересно сложилась история. Но это очень интересная традиция. И вторая традиция, у корейцев есть такой праздник, называется Хангаби. Это когда 60-летие празднуется с огромнейшим размахом. То есть 60 лет считается таким переломным моментом в жизни любого человека, мужчина, женщина, да. И это обязательно нужно отпраздновать прям очень широко. Я помню, у меня дедушке, когда исполнилось 60 лет, они арендовали не банкетный зал даже, а целый банкетный дом огромный. Они собрали всех родственников, все поздравляли по старшинству, то есть начиная от самых близких, точнее, дети, да, родители, а потом уже внуки, правнуки, там, сноха, свекр, да. И мы должны были все поздравить именинника. И помню, мы там были всю ночь, весь вечер, весь следующий день. И это было реально очень широко, очень ярко, очень классно. И мне кажется, вот я очень хочу в 60 лет свои устроить точно такой же праздник.